Всем привет! Хочешь узнать, как стать актером боевого кино? Тогда смотри выпуск с курсов каскадеров с нашим участием. Как же выглядит профессия каскадера изнутри? Давайте узнаем у Дмитрия Рудова, одного из главных постановщиков кинодрачек страны. Почему вы выбрали именно каскадерство, а не какой-нибудь менее травматичный вид спорта, ну, например, шах? Каскадерство не столько вид спорта. Вначале я выбрал спорт с лет 11. У меня бэкграунд бокс, кикбоксинг, тэквондо, айкиджитсу, ушу очень много мне дало, и на спортивное таулу. Я занимаюсь всю жизнь единоборствами, более 20 лет получается. И это космос, это вселенная. И когда я понял, что спорт нет, это тупик, то есть ты можешь только преподавать, куда девать смертоносные навыки. И тут кино нам дает поляну. Ниндзя, ковбои, спецназ, рыцари, что угодно, постоянное движение и навыки. И у нас все ребята спортсмены. В принципе, у нас основной костяк команды – это минимум мастер спорта по единоборствам или акробатике. И, как правило, бойцы бьют акробатов, все улетают, все хлопают в ладоши. Поэтому у нас такой симбиоз, но все умеют делать все больше и больше универсально. Я попал вначале на киносъемку, понял, что хочу работать в кино, а потом мне сказали: а ты что-то машешь руками, а это поставишь? И я бах-бах, и вот так вот пошло. Собственно, я нашел реализацию своих возможностей в кино. На самом деле нет работы лучше, я гуглил, нет. Как же организовать события такого масштаба? Давайте узнаем у Тетяни Крижановської, мами этих курсів. За майже 3 роки існування наших курсів ми провели вже 8-му хвилю. І я можу стверджувати наступне, що як мапа наших учасників по всій Україні збільшується, так і категорії учасників. Можна умовно виділити акторів, які приходять на курси для того, щоб додати екшен для своїх портфоліо. І, звісно ж, спортсмени, які шукають альтернативу для своєї спортивної кар'єри, оскільки не можна професійно займатися спортом безкінечно довго, все має свою межу. І якщо вони відходять від професійного спорту, то каскадерська кар'єра і бойове кіно – це чудова альтернатива продовжувати розвивати свої і втілювати свої спортивні якості. Какой самый сложный проект был в вашей жизни и какой самый запоминающийся и чем именно? Самый, наверное, запоминающийся пока топовый по участию, по творческому креативу и по настроению на площадке – это казаки. Все, кто видели, это юмор, это драки, в которых мы деремся, разговариваем, мы друзья, летальным оружием, надавать другу по жопе и еще будем 2 раза драться. А потом целоваться. И надо выстроить, за сериал можно выстроить персоналки героев, интересно. Все-таки фехтование мне очень нравится, потому что кулаками машут люди, ногами, не так опасно, как лезвие, как летальное оружие люблю. И исторически мне нравится все, костюмы, эпоха, массовые баталии. Очень трудно развести драку, например, 40 на 40. У вас тут массовка, 20 каскадеров, главные герои, баталии. И вот мы с живой заставы, Захар Беркут, дали нам такой опыт. А насмотрелись мы, как это делается на 30 спартанцев второй части в Болгарии на Warner Brothers. Мы посмотрели, что мы шарим не хуже, мы любопытные, нам интересно. И я думаю, что наш уровень киносъемочный в некоторых однозначно мы снимаем быстрее. То, что мы снимаем за 1 день, они снимают неделю, и еще и говорят, как быстро, еще надо 2 дня до съемки. Уровень в конце всего. Они снимают фильм за 80 миллионов, у них бюджет 60, окей. И это, конечно, такие возможности, но нам бы их, да мы бы сами. С другой стороны, мне интересно, это спорт. Мы соревнуемся в производительности сами с собой. Коли ми задумалися зробити перші каскадерські курси, звісно, ми витратили дуже багато часу для того, щоб їх популяризувати, для того, щоб взагалі довести, що це потрібно. Ми спілкувалися з різними групами, з різними режисерами, з спортсменами. Запрошували всіх на курси і спочатку ми напрацювали певний бренд, зробили собі ім'я, але скажу, що зараз набагато легше займатися організацією, тому що у нас є учасники, які нас самі мотивують на проведення цих курсів і постійно запитують, коли ж наступні. На початку ми десь готувалися до кожних курсів десь півроку. Зараз можна зробити за 2 місяці, за місяць.
Проблема в основному з місцем проведення занять, але зараз нам теж щастить, адже у каскадерів є своя власна спортивна база, на якій ми проводимо курси. Нам потрібно падати, нам потрібно відпрацьовувати дуже-дуже багато елементів. Як правило, приймають участь від 30 до 50 осіб, і все це помістити в одній локації не завжди вдається легко. У нас очень часто каскадеры играют роли второго плана со словами. То есть ребята уже набрались опыта, и это интереснее нам. У человека одна драка и пару слов, нам проще, чем научить актера драться, все-таки научить каскадера говорить. Ну і окремо можна виділити категорію діти, які у нас теж прийшли ще зовсім маленькими, з 7-8-річного віку, і зараз їм вже по 11 років є. Тож ми бачимо результати, бачимо, як вони розвиваються, бачимо, як вони стають більш впевненими, як в плані емоцій, відігравання емоцій, так і в фізичному плані також. Сейчас в украинском кинематографе очень много жанров. У нас снимают очень часто клипы, музыкальные видео. И то зомби, то пришельцы, то у нас какие-то казаки дерутся голые, то драка девушек несовершеннолетних за точками в колонии строгого режима. Это просто нет. Да, очень. Поэтому не скучно. И семинары мы делаем для того, чтобы люди поняли какое-то искусство, контролировать свое тело, свое поведение, свои конечности в трехмерном пространстве, в интерактиве с людьми. На самом деле, то, что мы выдумали в итоге, занимаясь постановками боя, это отдельный вид боевого искусства. Такой же, как айкидо, ушу. Что это ушу? Мы делаем тао, делаем дуэля непарные, и все. У нас то же самое. Мы делаем каты, вот эти шаги, соло, интегрируем, добиваемся и играем. То есть, в принципе, это полноценное боевое искусство. И, в принципе, у него большой потенциал у сценического боя вообще. Потому что, особенно для детей, потому что сейчас контактные единоборства не очень популярны. Не все хотят, чтобы вы квасили вообще носы. Здесь мы бьем воздух, но с интенсивностью убийцы. Да, и чем еще люблю заниматься художественным насилием, декоративно-прикладным мордобоем, это сублимация насилия. Мы показываем, мы из себя даем, выдаем просто ярость, прямо импульс, и через технику его сводим в искусство. С точки зрения космогонии у нас Шаолинь. С точки зрения бизнеса у нас кинопроизводство. С точки зрения развлечений у нас лучшие аниматоры у Киева. Вы убедились, поработав с ними. Сколько женщин в вашей команде и сложнее ли девушкам научиться каскадерству, нежели мужчинам? Важный бэкграунд. Если вы ушуист уровня мастера спорта с опытом в контактах единоборств типа саньда и занимались последние 10 лет, you're welcome. У нас есть, во-первых, проблема с девушками, что их очень мало требует сценарий. У нас очень мало экшен девочек, просто требуется. Соответственно, у нас работает Лена, вы видели, есть еще Карина, Аня Власова. Буквально на пальцах пересчитаю 4-5. И они работают в разных командах очень редко. Поэтому мы обычно одну девочку рядим и в бабушку, и в эту. Она у нас все умеет, универсалка, пока справлялась. Но иногда у нас бывает дублерша актрисы нужно поговорить там. Тогда мы ищем, мы копаемся. У нас последний раз очень хорошо в клипе «Миг» Ленинграда сдублировала героиню. У нас одна дублерша Лена, которую вы видели, а вторая дублерша была Олеся. Она чемпионка Украины по музыкальным формам ката. Часто телефонують потенційні учасники курсів і запитують, як потрапити до каскадерської групи. Це, мабуть, питання, яке мотивує абсолютно всіх, окрім акторів, приймати в них участь. І скажу чесно, що, звісно, обіцяти ніхто не може, що одразу після каскадерських курсів вас візьмуть і будуть знімати в кіно. Але, як показує практика, у нас є учасники, які вже повноцінно працюють у складі каскадерської групи «Станталот». І це, до речі, не кияни, це професійні спортсмени, які показали належний технічний рівень. І в зв'язку з тим, що кінематограф український розвивається, потрібні постійно нові люди, нові сили, дуже багато проєктів. Тому, звісно, Дмитро Рудий залучає за можливості всіх учасників курсів до
цікавих нових проєктів. Не всегда бэкграунд дается. Вообще-то я очень верю в генетику. Есть люди с хорошей натуральной психофизикой. Кроме умения исполнять технические элементы, удары, сальтухи, ты должен органично смотреться в кадре в любом образе. Ты там насилуешь девушку, или ты солдат, там какой-то атошник, бежишь, тебя отрывает ногу. Это надо играть. Если вы не органично в кадре смотрите, сразу нет. Даже если ты бегаешь по стенам, делаешь 1000 вертушек, то есть атлеты не всегда лучшие актеры. Поэтому мы пробуем некоторых. Вообще у нас расширение происходит как? А мы хорошо платим, поэтому иногда мы видим на площадке человека, актера. Вот у нас бывает даже актер работает каскадером. Были такие случаи. Семинары нам подарили пару хороших персонажей. В основном из единоборств. Семинары мы как бы пытаемся учить людей, которые приходят, но мы учим каждого из ребят. Поэтому у нас все приходят о свободе. И мы учимся учить, учимся объяснять. Исправляя ошибки, исправляем свои. То есть эта наука ничем не другая, чем физика, математика. Если вы сюда прошли, вы поняли, это сольфеджио. 3. Раз, два, три. Да, сольфеджио. Мы учим. Мы работаем с теми эмоциями, с теми движениями, которые для обычного человека дикий стресс. Когда у вас летят удары на скорости 400 км в час, если вы собьетесь, что-то да, но вы доверяете человеку, с которым вы работаете. Это очень дорого стоит. Ты пока не попробуешь, не поймешь, попробуйте. Спасибо вам огромное. Все, давай, спасибо. А теперь мой скромный результат тренировок этого уикенда. Целых 2 дня отработки боевых сцен по 7 часов с минимальным перерывом, и ты чувствуешь себя героем боевика Джонни Уик.